Я нахожусь в Радни Бэй Марина, Санта-Лючия. И сегодня, несмотря вот на такую погоду, переход на Мартиник. На что делать, как говорится, заплачено. И меня из этой Марины выгоняют. У меня здесь было до 9 числа, а сегодня как раз оно. Ветер 20 узлов, это в Марине. Ай-яй-яй. А еще надо зайти на заправку. Где-то вот здесь, говорят. И мне предстоит одному отойти, одному зайти на заправку. Ну, естественно, одному попасть на Мартиник. А до Мартиника 25 миль. Вот что бы мне хотелось сказать о острове Санта-Лючия. Я здесь провел 10 дней, взял машину на прокат, объехал, практически весь остров. Потрясающе красивое место. Супер пляжи, красивые виды. И вообще, я бы тут, наверное, еще остался, не будь я тут один. Меня Санта-Лючия поразил следующим. 20 сортов рома они делают, это раз. Хайникен, здесь завод Хайникен построил неплохую пивоварню. Местное пиво называется Пайтон. Что еще? Здесь на острове живет около 180 тысяч человек. Из них 2 нобелевских лауреата. И по статистике, это страна с самым большим количеством нобелевских лауреатов на душу населения. Как вам такое? Из валюты здесь ходит карибский доллар. Примерно 0,4 к американскому, 0,3. А так продвинутое место. Очень везде берут кредитные карточки, везде все в электронном виде. Чек-ин, чек-аут занимает там несколько минут. Immigration тоже. Все очень быстро. Не говоря о том, что и Марина супер просто. Здесь и уборка мусора включена, и вода есть, и электричество, и... Да и сама Марина-то прелесть. Там и рестораны, и все, что надо простому человеку после моря. Мороженое даже продают итальянское. Все прошло прекрасно. К тому же оказалось, что это duty free fuel dog. Для тех яхт, которые только что покидают Санта-Лючию, на 30% дешевле. Дизель-то. Итого 350 литров. Вот так вот, на $350. И несмотря на сильный ветер, все прошло прекрасно. Все-таки чудо двойных подрулек. Что радует, что я не один такой. Вон еще один кораблик тоже вышел в море. Я проделал большую работу. Убрал все фендеры, веревочки. И теперь смотрю на прогноз, который говорил, по волн не будет. Ветер 15-20. Волна есть. Волна большая. А еще я поставил таки внутренний стаксель. Мне кажется, прикольная вещь. Проверим его в работе. Амель рекомендует для внутреннего стакселя ставить то, что называется running backstays. Это такие веревочки, которые усиливают и крепят мачту. Ибо нагрузка на этот парус может быть сильной и большой.
diffusé depuis la marine côtier pour la Martinique, sur la station du Marin, canal 77. Мне кажется, этот парень решил вернуться. И это разумное решение. Посмотрим, как катамаран себя покажет. Меня смущает другое. Что это я еще не вышел даже за остров. Вы это видели? Я вот начинаю думать, может, мне тоже того, что называется, назад. Однако катамаран тоже решил вернуться. Опять же разумно. Убавил я штормовой стаксель. И вот на кадр не попало, но волна накатилась и вошла над кокпитом. И туда прям вся. Жесть. По соображениям безопасности я не буду снимать на улице. Останусь в комнате. Кажется, эта волна как-то связана с мелкотой, поскольку здесь мелко, 22 метра всего. Я думаю, из-за этого это все и происходит. Если туда выйти где поглубже, волны-то не будет. Думаю, надо еще открыть такси штормовой и побыстрее. Но для чего нужен защищенный кокпит? Здесь я чувствую совершенно комфортно, безопасно. Я сухой весь.
обратите внимание на катамаран. Но ведь его качает-то тоже, в общем-то, как бы правильно сказать, безбожно. Сильно. Вот реально, за все время яхтинга меня тошнило на кораблях только дважды. Первый раз на моей предыдущей яхте, на Мелоди, после того, как я выпил 0,5 рома. А второй раз на чартерном катамаране, который мы брали на Канарских островах. Прокат. Так что это все очень спорно, где лучше-то. Леопард 50 Утопия. Да, вот здесь вот волна стала сильно меньше. И это позволяет как бы и кораблю разогнаться. То есть волна-то чем плоха? Она останавливает лодку и скорость падает. А сейчас стабильно 7. Смена галса с автоматическим стакселем. Fast turn to starboard. Рискнем? 10 секунд. И при этом должен был бы сохраниться тот же самый угол к ветру. Как-то так. Подняться вот сюда и в Марину. Ну а теперь смена галса в ручном режиме, без автопилота. Так даже лучше. Наверное, еще один галс вот здесь. А может быть, на моторе останется там буквально 1 миля. Все-таки я решил на парусах дойти до Марины. Еще один галс. И поворот.
здесь, в Марине, ветер 23. Еще одна волнительная швартовка меня ждет. Marina du Marin pour le bateau Louis. Louis, bonjour, le marin à votre main. Juste pour savoir, vous avez... Ну, я сделал это. Должен сказать, что это не просто медстайл муринг, но еще надо привязаться туда. При ветре 20 сюда заползти как-то. А ветер вот оттуда был. Ну, вообще. Но зато я в кругу друзей. Амель 60, Супер Мураму 2000, 50-е, 50-е, 54-е. Амельки. Целый ряд. Что называется, коровы слетелись в родное гнездо.